Очень вкусный и легкий в приготовлении пирог с ягодами. Привет, меня зовут Дмитрий Навлинский. Сегодня мы готовим очень легкий в приготовлении и очень вкусный пирог с ягодами. Наш пирог называется бубланина. Друзья, я буду сразу готовить и рассказывать, сколько каких ингредиентов я буду использовать. 80 грамм масла отправляем в микроволновку для того, чтобы оно растаяло. Пока масло тает, мы подготовим другие ингредиенты. В емкость мы отправляем 200 мл кефира. К кефиру отправляем 4 желтка, 150 грамм сахара и хорошенечко их смешиваем между собой. Наше растаявшее сливочное масло слегка остыло. Теперь добавляем его к жидким ингредиентам и смешиваем их между собой. Теперь возьмем 300 грамм муки. В муку добавим 1 пакетик 15 грамм разрыхлителя и смешаем муку с разрыхлителем. Муку с разрыхлителем смешали. Теперь небольшими частями добавляем муку к нашим жидким ингредиентам и смешиваем их между собой. Друзья, вот такое вот мягкое эластичное тесто у нас получилось. Отставляем наше тесто в сторону. В емкость мы отправляем 4 белка и взбиваем их до пиков. Как только при взбивании белки поднялись примерно в 2-3 раза, на вид стали как пена, мы постепенно в белки добавляем сахар. С расчетом примерно 50 грамм сахара на одно яйцо. И продолжаем их взбивать до нужного нам состояния. Вот белки мы уже взбили до пиков. По времени это занимает примерно минут 10. Теперь хорошенечко смешиваем белки с нашим тестом. Белки с тестом смешали, наше тесто стало жидковатым. Отставляем его в сторону и возьмем форму для запекания, которую хорошенечко смазываем сливочным маслом. Диаметр моей формы для запекания 27 сантиметров. Друзья, того количества ингредиентов, которые мы используем, достаточно даже для формы диаметром 33 сантиметра. Теперь выкладываем наше тесто в форму для запекания, равномерно распределяем его внутри формы. Сверху на тесто выкладываем 400 грамм ягод. Я использую красную смородину, чернику, здесь даже есть несколько ягод малины. В принципе, можно использовать любые ягоды, какие у вас есть. И отправляем наш пирог в заранее разогретую духовку до 170 градусов на 50-60 минут. Друзья, но если ваша форма для запекания диаметром 30-33 сантиметра, проверьте свой пирог примерно через 45 минут. Возможно, он уже будет готов, так как при запекании пирога нужно учитывать диаметр формы для запекания и особенности вашей духовки. Друзья, вот наш красивый, аппетитный и очень вкусный пирог готов. Бисквит у пирога сладкий, а ягоды придают нашему пирогу легкую кислинку. Для тех, кто, как и я, не любит сладкие продукты, этот пирог именно для вас. Но для сладкоежек нужно добавить в ягоды немного сахара. Друзья, если вам понравился этот рецепт и это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить еще больше простых и очень вкусных рецептов. Всем пока и до новых встреч на моем канале.